Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдали из земли нектарный напиток сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. In this verse, the word soma means nectar. Комментарий. В этом стихе слово «сома» означает «нектар». Soma is a kind of beverage made in the heavenly planets from the moon to the kingdoms of the demigods in the various higher planetary systems. Сома – это напиток, изготовляемый на всех райских планетах, начиная с Луны и вплоть до владений полубогов и высших планетных систем. By drinking this soma beverage, the demigods become more powerful mentally and increase their sensual power and bodily strength. Этот напиток придает полубогам остроту ума, освежает их чувства и делает их тела сильными и выносливыми. The words Hiranmayena Patrina indicate that this soma beverage is not an ordinary intoxicating liquor. Слова Хиранмайена Патрина указывают на то, что сома – это необычный спиртной напиток. The demigods would not touch any kind of liquor. Полубоги не притрагиваются к алкоголю. Nor is soma a kind of drug. В то же время сому нельзя назвать лекарством. It is a different kind of beverage available in the heavenly planets. Это особый напиток, который доступен только на райских планетах. Soma is far different from the liquors made for demoniac people, as explained in the next verse. Он не имеет ничего общего со спиртными напитками, которые предназначены для демоничных людей, о чем будет сказано в следующем стихе. Kritvavatsaṁ suragana indram somam aduduhan hiranmayena patrena viryamoju balam paya. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf, and from the earth they milked the beverage soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдали из земли нектарный напиток сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. So actually, in the next verse, it's explained how the demons got extracted liquor and beer from the earth. В следующей земле будет описываться, как полубоги выдали хмельные напитки, как демоны извлекли из земли хмельные напитки. So there's a clear distinction then between alcoholic beverages that we know on the earthly planet and the soma ras in the heavenly planets. So we shouldn't confuse the two. Мы не должны смешивать два этих понятия: напитки, спиртные напитки, которые изготовляются на Земле, и сома расу, которые есть на высших планетах. This alcoholic beverages make persons lose control of their senses and also make them physically unwell and sick. Из-за алкогольных напитков человек становится слаб физически и теряет силу ума. So it has a debilitating effect on the mind and body. Оно имеет обратный эффект на ум и тело. Whereas soma has a nourishing effect. В то время как сома имеет питательный эффект. Of course, no doubt, it also had some kind of intoxicating effect. Конечно же, сома тоже имеет определенный эффект. Оно определенно опьяняет. If one is intoxicated in the, let's say, the right way, then it's all right. Если можно так выразиться, если человек опьянен правильным образом, то это хорошо. When the devotees are chanting the holy names, they also become intoxicated. Когда преданные повторяют святые имена, они тоже опьянены. So this is all right, this kind of intoxication. Это нормально, такая интоксикация хороша. They may even become like madmen, chanting and dancing. Они могут даже стать как сумасшедшие, воспевая и танцуя. So ordinary people may not understand. И обычные люди могут не понять их. But actually, this is a bona fide way of becoming intoxicated. В действительности это авторитетный процесс, как можно быть опьяненным. Even the Supreme Lord also sometimes becomes intoxicated. Даже Верховный Господь иногда опьянен. Lord Balaram, for example, Господь Баларама, к примеру. he
drank a beverage called Varuni. Он пил напиток, который называется Варуни. And he used to perform Rasalila pastimes with his consorts. И он совершал свой танец расу со своими супругами. And his eyes used to roll in this intoxicated state. И в таком опьяненном состоянии его глаза вращались. Once one gorilla called Vivida, seeing Lord Balaram in that intoxicated state, he wanted to take advantage to disturb the consorts of Lord Balaram. Однажды обезьяна Вивида, увидев, что Господь Баларама находится в таком опьяненном состоянии, решила воспользоваться случаем и побеспокоить его супруг. So he was making faces at them and showing parts of his body and so forth, and though they were laughing at him. Он стал корчить гримасы и стал показывать различные участки своего тела, и они смеялись над ним. Then he began to pull at their clothing and try to capture some of them. И он после этого стал пытаться сдернуть с них одежды и притянуть к себе. So, intoxicating beverages here on this planet. Однако мы не должны подражать Балараме, Господу Балараме и полубогам и принимать напитки, которые существуют здесь на земле, спиртные напитки. Lord Chaitanya showed example that we should shun such kinds of beverages. И Господь Чайтанья показывал на своем собственном примере, что мы должны отвергать такого рода напитки. Once he and Lord Nityananda visited the house of well, it said there, householder sannyasi, some kind of a, mishmash sannyasi who was living with a woman. Однажды они посетили Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда посетили одного так называемого саньяси, который был домохозяином и жил вместе с женщиной. So they went there, and they were very merciful to him. Они были очень милостливы по отношению к нему. And they asked him to chant the holy names. И они просто попросили его повторять святые имена. And he offered them some fruit. He said, "Please take some fruits." They said, "All right." Он предложил им фрукты, и они с удовольствием согласились принять их. Then he was so pleased with them, so he said, "I'll bless you, young men. Then you will get nice wives, and you'll become opulent, and you'll have a very happy life." Он был настолько доволен ими, что сказал, что благословит их, чтобы у них была хорошая семья, хорошая жена и дети. So Lord Chaitanya, he said, "This doesn't seem to be a blessing to me. This seems more like a curse." Но Господь Чайтанья ответил на это, что для него это было больше подобно проклятию, чем благословению. So that sannyasi became agitated. He was upset. He said, "What do you young boys know about life?" И тогда этот саньяси обеспокоился, он был очень расстроен, и он спросил, что вы, молодые люди, знаете об этой жизни? But anyhow, he said, "You've come to my house, so please take some happiness." Но в любом случае вы пришли в мой дом, поэтому получите какую-то долю счастья. So he kept asking them, "Please take some happiness." И он нас продолжал просить их принять вот это счастье. So Lord Chaitanya said to Lord Nityananda that, "What is he talking about? Take some happiness." И Господь Чайтанья спросил у Господа Нитьянанды, о каком счастье он говорит? So Lord Nityananda said, "I think he means wine." На что Господь Нитьянанда ответил, я думаю, он подразумевает вино. So immediately Lord Chaitanya jumped up and he started running to the Ganges. И немедленно Господь Чайтанья вскочил и побежал по направлению к Ганге. And Lord Nityananda ran after him. They jumped right into the Ganges for purification. И Господь Нитьянанда следовал за ним, они оба прыгнули в Гангу для очищения. So we should shun this kind of bad association. И мы должны отвергать, отрицать плохое общение. We shouldn't attempt to become intoxicated taking such beverages. Мы не должны становиться опьяненными, используя такие напитки. Because they're in the mode of ignorance,
and they make a person covered over by the modes of material nature. Они находятся в гуне невежества и полностью покрывают человека гунами материальной природы. But the nectar of the holy name, that is a transcendental kind of intoxication. В то время как нектар трансцендентного имени является трансцендентной интоксикацией. One can go on drinking that nectar unlimitedly. Такой нектар человек может пить бесконечно. There is no restriction. И нет никаких ограничений. In fact, we are encouraging chant more Hare Krishna. Наоборот, мы вдохновляем людей повторять еще больше Харе Кришну. Get up earlier, spend more time chanting. Вставать раньше и посвящать воспеванию больше времени. The more one chants, then the more one can enter deeply into the nectar of the holy name. Чем больше человек воспевает святые имена, тем глубже он может проникнуть в суть святых имен. Of course, we have to avoid offenses to the holy name. Конечно же, мы должны избегать оскорблений святого имени. Because offenses to the holy name, they will block us from getting the real taste of the holy name. Потому что такие оскорбления, они не пустят нас к настоящему нектару святого имени. If we mix up different kinds of sense gratification or different kinds of offenses with our chanting and devotional service, then we will not progress very rapidly in spiritual life. Мы не будем быстро прогрессировать в духовной жизни, если параллельно будем воспевать святые имена и при этом заниматься чувственным удовлетворением и нанесением оскорблений. Of course, it is better than not chanting at all. Конечно, это лучше, чем не воспевать вообще. But if one performs sinful activities or materialistic activities and at the same time chants, then progress will be very, very, very slow. Но если человек занимается чувственным удовлетворением и материальными вещами, то его прогресс будет очень медленным. And easily he can lose his taste for chanting completely. И очень быстро он может потерять вкус к воспеванию. So that's why Srila Prabhupada has strictly advised us to follow the regulative principles and to avoid different kinds of offenses to devotees and to the holy name. Поэтому Шрила Прабхупада предостерегал нас не совершать оскорблений против преданных и святого имени и избегать чувственных удовольствий. Vishwanath Chakravarti Thakur has explained how in the case of neophyte devotees, different kinds of anarthas are present. Вишванат Чакраварти Тхакур объяснил, как в сердце неофита присутствуют различные анархи. So anarthas he explains as three types of anarthas. Он подразделил их на три типа. One is different kinds of offenses. Первое это оскорбления различного рода. Offenses to the name, offenses to Vaishnavas, offenses to the deity. Оскорбление божеств, оскорбление святого имени, оскорбление преданных. Another kind of anartha, he says, is the reaction from one's previous sinful activities. Еще одна из анарт это реакции из предыдущих жизней. Of course, one who seriously takes up Krishna consciousness, he becomes relieved of most of those reactions. Конечно же, человек, который серьезно принимает сознание Кришны, освобождается от своих прошлых грехов. But still, there may be some residue left. Так или иначе, может оставаться какое-то количество. That's why in the 10th canto, Lord Brahma is saying, Tattenu kampam susamikshamanam ujjana evatam vipakam ridvag vapurbir vidadan namaste jiveta yomukti pade sadaya bhak. He says that, my Lord, one who goes on earnestly waiting for you to bestow your causeless mercy on him. И в 10-й песне Господь Брахма говорит, что тот, кто с терпением ожидает твоей беспричинной милости, and all the while tolerates the reactions of his previous misdeeds. И всегда терпеливо сносит реакции своих неправильных поступков в прошлой жизни. And feelingly offers you prayers with his words and his thoughts and his deeds.
И с чувством предлагает свои молитвы в уме, своими поступками, well, he becomes eligible for liberation то он становится достойным освобождения. because it has become his rightful claim. Потому что это становится его заслуженным правом. So, one who is engaged in devotional service, then he gets a right to go back to Godhead. И тот, кто занимается преданным служением, получает право вернуться назад к Господу. But he'll have to overcome anarthas. Но ему нужно преодолеть анархию. So you'll have to tolerate if there's any reaction from his previous misdeeds. И он должен сносить все реакции своих прошлых жизней. Another kind of anartha, he explains, is the desire for material enjoyment, either pious or impious. Еще одна из анарт — это благочестивые или неблагочестивые желания материальной деятельности. So from these different kinds of anarthas, then, different kinds of unsteadiness are produced. И эти анархи вызывают различного рода неустойчивость, различного рода. For example, a devotee, he struggles a lot with Maya, a neophyte devotee. Неофит, к примеру, очень сильно сражается с Майей. Sometimes he feels Krishna conscious, and then again sometimes he feels himself overwhelmed by Maya. Иногда он чувствует себя сознающим Кришну, в другой момент он полностью предается Майе, то есть он находится под влиянием Майи. So in this way, sometimes he shows enthusiasm, and then sometimes he becomes depressed and loses his enthusiasm. Иногда он испытывает энтузиазм, иногда он находится в депрессии и теряет его. Unstable kind of position. То есть это неустойчивое положение. Another sign of this weakness and unsteadiness is that one may take vows that I'll chant, 32 rounds, 64 rounds, and then again, he can't follow those vows properly. Еще одним примером такой слабости и неустойчивости является то, что человек принимает на себя какие-то обеты, он обещает повторять 32 круга, но у него это не получается. Or he thinks I should become a sannyasi. Или он думает, что должен стать саньяси. Then the next day he thinks, well, maybe I should get married. На следующий день он уже думает о том, что, может быть, ему стоит жениться. And I'll live with my wife and family in a very Krishna conscious way. И жить со своими детьми и женой в сознании Кришны. Then again he thinks, no, I should become a sannyasi. После этого он снова думает, нет, мне все-таки нужно стать саньяси. Another sign of weakness and unsteadiness is that one may think, knowing a little bit about Krishna consciousness, then he may think that he knows everything. Just like a child learns a little bit, then he thinks he's very intelligent. Еще одним видом слабости является то, что человек, хотя он находится в сознании Кришны, не очень долго думает, что он уже знает все. Подобно тому, как маленький ребенок думает, что он уже все знает. So he becomes easily proud, he wants to show himself to be an authority. Он очень легко становится, у него появляется гордость и он хочет являться авторитетом. Thinking himself to be the best devotee. Он думает о себе как о самом лучшем преданном. Others are not doing much service, not much significant service. Он думает, что другие не выполняют так много важного служения. I should be recognized by all. И он думает, что он должен быть признан всеми. Another sign of unsteadiness is that when we take to devotional service, then people may show respect, they may give donations, different kinds of material facilities. So if one takes those and uses for his own sense enjoyment, then this is because of anarthas. Иногда, так как мы проповедуем, люди могут давать нам пожертвования, могут давать нам какие-то средства, и мы иногда неправильно начинаем их использовать для собственного чувственного удовлетворения. И если мы делаем это, то мы снова это влечет кармические реакции. So we must be very careful whatever people give us
for using in the service of the Lord, we must use it in the service of the Lord. И поэтому нужно быть очень внимательным и использовать пожертвования, то, что нам дают люди для служения, использовать это по назначению. Because people are placing their faith that this person is a devotee, and he'll use this for Krishna's service. So in this way, I'll be benefited. The Krishna conscious movement will also be spread. Потому что человек думает, что у него есть вера преданного, и он думает, что жертвы он получит огромное благо, и сознание Кришны будет расширяться. If devotees take that Lakshmi or those things that are donated and they misuse them, it destroys people's faith in the devotees and in Krishna consciousness movement. Если преданный берет Лакшми или то, что было пожертвование, и неправильно использует, то это подрывает в людях веру в сознание Кришны. So we must be very careful, especially we in some position of leadership where we have, control over money and people's lives. You must be very careful to use everything nicely in Krishna's service. Поэтому нужно быть очень внимательным, особенно в управлении, когда мы управляем людьми и средствами, нужно быть очень внимательным, чтобы использовать все это в служении Кришне. The more this movement grows, more people are placing their faith in it. Чем больше расширяется это движение, тем больше веры люди вкладывают в него. The more senior devotees become, the more people place their faith in them. Чем больше становится старших преданных, тем больше им доверяют люди. So the greater becomes the responsibility that one has. И тем больше становится ответственность. So we have to become steady in Krishna consciousness. Мы должны быть очень твердыми в сознании Кришны. And endeavor to overcome all these different kinds of anarthas. И пытаться избавиться от различного рода анарт. So that we can ourselves benefit from the process of Krishna consciousness. Мы сами получим благо от процесса сознания Кришны. And we can help others to benefit as well. И мы сможем помочь другим. If we go on dabbling with Maya, then we will not make much advancement. Мы не сделаем достаточного прогресса, если мы будем, то есть если мы будем общаться с Майей. And this life is very short. Эта жизнь очень коротка. Anytime we may have to leave. И в любой момент мы можем уйти. Now we have energy and strength. Сейчас у нас есть энергия и сила. Now is the time to progress in Krishna consciousness. И именно сейчас время для прогресса в сознании Кришны. Not to wait until we are too old. Мы не должны ждать того времени, пока мы состаримся. Prahlad Maharaj gave this advice to his school friend that, my dear friend, right from the Komara, from the childhood, one should engage in devotional service. Прабхавишну Махарадж говорил своим друзьям, которые учились вместе с ним, он говорил, что с возраста Каумара, с самого детства, вы должны заниматься служением Кришне. Because human life, it is very special. It is distinct from other forms of life in that one can engage fully in devotional service. Потому что человеческая жизнь, она особенна, она отличается от других форм жизни. И в этой жизни мы можем заниматься преданным служением. So we have the choice. And Krishna, in the Bhagavad Gita, he explains very clearly what are the choices that we have in this world. У нас есть выбор, и в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что это за выбор. There are activities in the mode of ignorance. If you perform them, you'll get certain results. You'll end up in the hellish planets. Если ваши действия протекают в гуне невежества, то вы отправитесь на адские планеты. If you perform activities in passion, you'll come back to the earthly planet. Если вы действуете в гуне страсти, то вы вернетесь назад на земные планеты. If you perform activities in goodness, you can go to the heavenly planets. Если ваши действия находятся в гуне благости, то вы попадете на райские планеты. But still Krishna tells us, Abrahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupetya tukonti apunarjanma navijate. In any of these planets, from the heavenly ones down to the hellish one, they're all places of repeated birth and death. Но любое место в этом материальном мире, как высшие планеты, так и низшие, является местом рождения и смерти.
повторяющихся рождений и смертей. One who returns to my abode, Krishna says, never comes back again to this material world. И Кришна говорит, что тот, кто возвращается в мое царство, никогда не возвращается вновь на землю. He also gives the formula how to go back to his abode. А он также дает формулу, с помощью которой мы можем вернуться к нему. He explains the process of bhakti yoga. Он объясняет процесс бхакти-йоги. Bhakti-yamama vijananti yavanyastasmi tattva tattato mam tattvato gyatva vishate tadanantara. And it is only by that bhakti process that you can enter the kingdom of God. Он говорит, что только с помощью процесса бхакти вы можете вернуться назад к Господу. So that's the choice that we have. И это выбор, который у нас есть. We can take liquor and beer and get intoxicated in the mode of ignorance and go to the hellish planets. Мы можем выбрать ликер, спиртные напитки, и таким образом мы можем отправиться на адские планеты. We can work here in the mode of passion and spend the whole life like that and then get another life and do it again. Или же мы можем, если мы находимся если мы действуем в гуне страсти, то мы остаемся на этой земле и снова возвращаемся сюда. Again, passion, mode of passion. И снова мы находимся в гуне страсти. And we can go to the heavenly planet. We can drink somaras there also. Точно так же мы можем отправиться и на райские планеты, где будем пить саморас. And some devotees may feel attracted by that. И некоторые преданные могут привлечься этим. Prabhupada said that once, that many of my disciples, they're trying for the heavenly planets. Шрила Прабхупада говорил однажды, что многие его ученики пытаются достичь райских планет. But that's not what he wanted us to do. Но он не хотел от нас этого. Because he explained, even you go to heavenly planets, you have to come down again after your good karma runs out. Потому что он объясняет, что даже если вы отправитесь на райские планеты, вам придется вернуться, когда запас вашей благочестивой кармы закончится. So Krishna is warning us in the Bhagavad Gita against this, worshipping the demigods or becoming attracted to the flowery language and rituals of the Vedas. These things may lead to the heavenly planets, but this is a temporary situation. Кришна, он предупреждает нас в Бхагавад-гите, чтобы мы не привлекались цветистым языком вед и поклонением полубогов, потому что это в конечном итоге может привести нас к адской жизни. Rather, he's advising sarvadharman parityajya mamekam saranam braja. Скорее, он рекомендует нам give up all other varieties of worship and religion, just surrender to me. Он говорит, оставь все виды религиозной деятельности и просто предайся мне. So this will give us the real nectar. И это даст нам настоящий нектар. It will give us the eternal nectar of living in the association of the Supreme Lord in the spiritual world. Это вечный нектар существования вместе с Господом. So a devotee should be intelligent. He should organize his time, organize his activities in such a way that every thought, word and deed is connected with Krishna. И преданный должен быть очень внимательным, устраивать свою жизнь таким образом, чтобы каждое его слово, дело и мысли были сосредоточены на Кришне. With every thought, word and deed, he is becoming attracted. He is becoming pulled towards Krishna. И с помощью этих поступков, слов и мыслей он будет больше привязываться к Кришне. And the more he is attracted and connected to Krishna, the more he loses interest in material sense gratification. И чем больше его привлекает Кришна, и чем больше он с ним связан, тем сильнее он теряет интерес к мирским вещам. The more he'll become peaceful, the more he'll become happy. И он становится более счастливым и более спокойным. Material sense gratification simply causes anxiety and lamentation. Материальное чувственное удовлетворение вызывает только обеспокоенность и сожаление. Of course, we have this body, we have these senses. Конечно же, у нас есть это тело, эти чувства. They do require satisfaction in some way. И каким-то образом их нужно удовлетворять. But Krishna consciousness is such a nice
process that you can satisfy your senses in Krishna consciousness. Но процесс сознания Кришны настолько прекрасен, что мы можем удовлетворять свои чувства в сознании Кришны. You can use your senses, you can use your mind, you can use your words, you can use everything in such a way that they will be satisfied. Those senses will be satisfied, but simultaneously you will become attracted to Krishna and you'll advance in spiritual life. Мы можем удовлетворять свои чувства, свой ум, но в конечном итоге это будет приводить к тому, что Кришна тоже будет удовлетворен. Sarvapadi Vinir Muktam Yat Paratena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevana Bhakti Uchate. So, devotional service means to engage the senses in the service of the master of the senses, Krishna. Преданное служение означает занимать свои чувства для удовлетворения чувств Господина Кришны. That will raise us to the transcendental platform. Это поднимет нас на трансцендентный уровень. And it will make us detached from this entanglement of Maya, entanglement of karma. И это избавит нас от кармы и майи, от когтей майи и кармы. So it is a very potent and very effective process. Это очень эффективный и очень сильный процесс. And the more one is focused in following that process, the more his consciousness is fixed and one-pointed, the more speedily he will go back to Godhead. И чем сильнее сконцентрирован человек на своей цели, тем быстрее он вернется назад к Богу. So, any questions? Вопросы? Как правильно вести себя с пьющим отцом? Может отнимать у него деньги и возить пиво отсюда, с храма, набирать денег и безалкогольное пиво. Как правильно это сделать? How to act in the right way? Well, you can advise him not to do that, of course. Вы можете просто посоветовать ему не употреблять эти напитки. You can try to press him in different ways. Вы можете на него повлиять каким-то образом. Better if you can stop him from doing it for his own benefit. Лучше остановить его от этого для его же блага. Ultimately, if he won't, then you shouldn't associate. И если он не прекращает, то просто не нужно с ним общаться. That would not be good for you to associate with someone who's constantly taking intoxication. Для вас не будет благоприятным постоянно общаться с тем, кто постоянно употребляет такие напитки, он находится в опьяненном состоянии. Better change the person or else avoid his association. Нужно или изменить человека, или избавиться от его общества. Of course, we try to help people to give up their bad habits by giving them something positive, by trying to help them become attached to prasadam and chanting the holy names. Мы должны давать людям что-то положительное для того, чтобы они у них появлялась привязанность к прасаду. But if they won't change, then we go to somebody else who is receptive. Но если они не меняют свое поведение, то нужно пойти к тем, кто примет это, тем, кто более восприимчив. Life is short, but there are so many people here in this world who are suffering for want of Krishna consciousness. Жизнь очень коротка, и в этом мире столько людей, которые хотят обрести сознание Кришны. So we should use our energy to help those who are receptive. Мы должны использовать свою энергию, направлять свою энергию на тех людей, которые более восприимчивы. Well, he definitely shouldn't meditate on them. Конечно же, он должен медитировать на них. Не должен медитировать на них. But he should be aware they exist,
но он должен осознавать их существование. His focus should be on trying to improve his chanting, trying to improve his service. И он должен концентрироваться на том, как улучшить свое воспевание и как улучшить свое служение. The meditation is on Krishna. Медитация должна быть на Кришну. And on, Krishna, in the different forms of Krishna, the name, the deity, devotional service, shastra. На имя Кришны, божеств, преданное служение, шастры. But still, if these kind of instructions are there in the shastra, so that we be aware what are the pitfalls, the obstacles on the path of devotional service. Но и шастры, они предостерегают нас от этих западней на пути преданного служения. So that we can use our intelligence to overcome them. И мы должны использовать свой разум для того, чтобы преодолеть их. Proper use of intelligence means to engage our consciousness, engage our energies in the different ways of associating with Krishna. Правильное использование разума означает to engage our consciousness and energies занять свое сознание и энергию in the different ways of associating with Krishna. Различным образом общаясь с Кришной. Maybe he's tired, you can translate for him. Yeah? Скажите, пожалуйста, вот в этом стихе сказано, что полубоги обратили царя небес Индру, теленка, выдавили из земли нектар. Вот это вот связь. Царь небес, теленок и земля. Почему земля? Here, well, if you read the whole chapter, the earthly planet actually told King Prithu to bring a calf and a pot. Можно хранить молоко, а человек будет занят этой деятельностью, будет ее дарить. So it's a kind of figurative language here. Figurative. Это так, фигурально сказано. Now, because King Prithu says that he transformed Swayambhuva Manu into a calf, and he milked out herbs and grains from the earth, and he kept them in his hands like this, cupped hands. Притху Махарадж говорит, что он превратил Свайамбхува Ману в теленка и в своих руках держал это молоко. So it wasn't that he was literally taking milk out of the earth, he was taking grains out. Это не означает, что он фактически конкретно брал молоко из земли, семена, зерна. And it says the sages, they transformed Brihaspati into a calf, and they milk out Vedic knowledge. И говорится, что мудрецы превратили Брихаспати в теленка, и они получили молоко из вед. And here the demigods use Indra as a calf, and he milked out the Soma beverage. А здесь мудрецы, полубоги превратили Индру в теленка и Took out this Soma. получили Сомарасу. So the earth obviously is a reservoir of so many wonderful kinds of valuable things. Земля является источником многих ценных вещей. And these personalities were very powerful. Эти личности были очень могущественны. And they knew how to extract all these wonderful things from the earth. Они знали, как можно получить все эти вещи из земли. So these are, of course, amazing stories. Это в действительности удивительные истории. But there are so many wonderful things within the creation of the Lord. Так много удивительных вещей существует в творении Господа. We should take that this is all the mercy of the Lord, that they could take out these things from the earth. Мы должны понимать, что все это милость Господа, то, что они могли получить все это из земли. I mean, even in the modern day and age, many unusual things come out of the earth. Даже в настоящее время много удивительных вещей происходит из земли. Just even we can take extraction of, for example, oil. From oil, they're making so many products.
Например, из нефти производят очень много продуктов. Also many kinds of valuable stones and minerals come out of the earth. Также много драгоценных камней и минералов происходит из земли. So these are all the creation of the Supreme Lord. Все это творение Верховного Господа. But to speak of this earthly planet, there are so many planets, so many amazing things can come out of those planets. Если что же говорить тогда о других планетах и какие удивительные вещи могут исходить из них? What's the connection that keeps all these things together? Ultimately, connection is Krishna. Что связывает все эти вещи вместе? В конечном итоге все это связывает Кришну. Сознание Кришны и святой жизни можно достичь сразу, в один миг. Нужно достичь за миллионы жизней. Все дело в понимании, признании факта. Значит, следующий двух преданных может полностью предаться Кришне, независимо от количества наличия в сердце. Всего преданных. Можно сразу предаться. Yes, of course. I mean, a neophyte devotee may have an artist. У преданного неофита могут быть анархи. I mean, that's why he's a neophyte. Поэтому он неофит. Anyone coming to Krishna consciousness in the beginning has got an artist. Anyone coming to Krishna consciousness in the beginning, he's got an artist. Все, кто приходит в сознание Кришны, вначале имеют анархи. But it doesn't mean that we shouldn't try to get rid of those anarthas. That doesn't mean that we shouldn't try to get rid of Это не those означает, anarthas. что мы не должны пытаться избавиться от этих анархий. Because if we don't try to get rid of the anarthas, we'll remain very weak in spiritual life. Потому что если мы не будем пытаться избавиться от анарх, мы будем очень слабы в духовной жизни. And those anarthas, they may strangle a creeper of devotion. И эти анархи могут погубить это растение преданности. It's recommended that a creeper of devotion, it is compared to a seed, which is planted in the heart. Этот росток преданности сравнивается с семенем, посаженным в сердце. And one should fence it round. И человек должен огородить этот росток забором. To keep away animals and to keep away weeds. One should pluck out the weeds as well. Для того, чтобы животные не могли повредить его, и также нужно выдергивать сорняки. Because if the weeds get strong, then they'll overwhelm the creeper of devotion. Потому что если сорняки вырастут, крепнут, то они могут погубить этот росток преданности. So even though there are bad habits, there are anarthas, Krishna is giving us a chance to become devotees. Несмотря на то, что у нас есть анархи, Кришна дает нам возможность стать преданными. But still, then he's giving us instruction, he's giving us intelligence, how to get rid of those anarthas. И затем Он дает нам разум и дает нам наставление, как мы можем избавиться от этих анархий. If we don't take that instruction and apply it in our lives, И если мы не берем эти наставления и не используем их в своей жизни, then we won't progress. тогда мы не будем And we прогрессировать. fall back again into the ocean of material existence. И тогда мы можем вновь упасть в океан материального The существования. more determined one is to get rid of those anarthas, then the more quickly he can fully surrender to Krishna. И чем больше человек будет проявлять решимости освободиться от этих анарх, тем быстрее он осознает Кришну. But we have to make some effort. Но мы должны прилагать определенные усилия. We have to show that we have some sincerity and desire to please Krishna and progress in Мы должны проявлять определенную серьезность, желание для того, чтобы удовлетворить Кришну. to progress in spiritual life. И чтобы совершить прогресс в духовной жизни. Krishna consciousness is not for lazy men. Сознание Кришны не предназначено для ленивых людей. Скажите, пожалуйста, кто такие свободные члены? Свободные члены искон или пожизненные члены? И как они?
That's a life member. Why do you call in Russian Svobodny Член? What does that mean actually? It's like free member, right? I don't understand why in Russian you call it like that. Life member means he paid some money and he's recognized as he's a kind of member, that's all. It's a program that Prabhupada started to engage, businessmen, especially in India, people, who were not able to join full-time as devotees, but, who could help the movement by giving donations. Непонятно, почему по-русски это называется свободный член. Life member переводится как пожизненный член. И эта программа была начата Шрилой Прабхупадой для того, чтобы привлечь тех людей, которые не могут стать полностью преданными. Они выплачивают определенный взнос, и они считаются уже членами нашей организации. И таким образом они помогают, и их принимают таковыми. If a devotee goes, generally what I was mentioning, Prabhupada said when persons go to the heavenly planets, it wasn't particularly talking about devotees, but still, generally it's only persons who are pious and, somehow inclined do go to the heavenly planets. But Prabhupada clearly says that generally persons by pious activity who go to the heavenly planets, they come back again down to the earth. В лекции говорилось о том, что Шрила Прабхупада сказал, что личности, которые в результате своей благочестивой деятельности отправляются на райские планеты, попадают, вновь вынуждены возвращаться сюда. Эта речь не шла о преданных. But also we do find in the Bhagavatam that there are certain processes of spiritual advancement, by which one can get up to Brahmaloka, and then from there, he can eventually go back to Godhead after a very long time. В Бхагаватам описаны духовные процессы, при помощи которых человек может сначала отправиться на Брахмалоку, и затем из Брахмалоки он может отправиться в духовный мир. So that there is a devotional process like that. Есть такой процесс преданного служения. But that's not recommended in this age. Но в эту эпоху этот метод не рекомендован. Most people who go to the heavenly planets, they simply come down again. Большинство людей, которые попадают на райские планеты, вынуждены вернуться сюда вновь. Any comment? По материальному миру, что оно здесь на материальном мире не страдает, не наслаждается. То есть все это происходит на материальной природе. Но с другой стороны мы знаем, что и чувство, и ум это мертвая материя, что это полностью абсолютно безжизненная вещь. И что только душа может по-настоящему... Я не могу целую речь. Я вот сначала. Громче. Говорится, что душа, она полностью трансцендент от материальной природы. Что она не наслаждается, не страдает. Что все это происходит с материальной природой. Но с другой стороны, мы знаем, что и ум, и чувство это мертвая материя.
Что только душа может чувствовать, ощущать. Только душа может. То есть возникает вопрос, есть вот такие испытываются эти ощущения на душе, душа ощущает, или все-таки это одно экзамен проходит, Well, it's first symptom of the soul is consciousness, Prabhupada said. Шрила Прабхупада говорит, что сознание является признаком души. And also soul has got its own mind and intelligence as well. У души также есть собственный ум и разум. So when it says that the soul, is transcendental to, material condition, it doesn't mean that the soul is dull and can't experience or feel anything. Когда говорится, что душа трансцендентна по отношению к материи, это не говорит о том, что она мертвая и ничего не ощущает вообще. But the soul has become attached to this body. Но душа привязана к этому телу. And this body does have external gross senses. А тело имеет внешние вот эти грубые чувства. So these senses are experiencing happiness and distress in this world. Чувства испытывают радость и сожаление в этом мире. And because the soul is mixed up in it, he's also experiencing that. И так как душа повязана, связана с этим, она также испытывает эти ощущения. But Krishna is giving that instruction so that we can, withdraw the consciousness from the pains and pleasures of this material world. Кришна дает эти наставления для того, чтобы мы могли Withdraw the consciousness. мы смогли втянуть эти senses. Withdraw our consciousness from the pains and pleasures of material life. Оторвать свое сознание от этих наслаждений и страданий. So that we can see there is some difference between the soul and the material body. Чтобы мы могли увидеть разницу между душой и материальным телом. Because like we're all mixed up in that situation at the moment. В данный момент все так перемешано. People in general, they can't distinguish at all what's the difference between the soul and the body. В большинстве своем люди вообще не могут понять разницу между душой и телом. So we have to be able to distinguish so that we can engage in activities which won't cause material distress. Мы должны видеть разницу для того, чтобы мы могли быть заняты деятельностью, которая не будет являться причиной наших страданий. But we are conscious, and without consciousness, the senses wouldn't be able to experience pleasure or pain. Но у нас есть сознание. Без сознания мы не можем ощущать страдания или счастье. But still, that pleasure and pain is something different from the soul. Но в то же самое время эти счастья и страдания отличны от души. Okay, you like to say anything about this point? Can you elaborate? Subtle topic. Yeah, it's usually what it means. The soul doesn't suffer. The suffering soul is suffering because it's got it attached to the body. Душа страдает, потому что она привязана к телу. Have to suffer. No foolish choice to suffer. Она страдает из-за глупого выбора. Falls down into suffering because it misuses as we go. Душа страдает, потому что она неправильно использует свою свободу выбора. But he has that because it's a living entity. Но потому что она является живым существом, He's not God. она не Бог. Can come under the control of illusion. Она не может выйти из-под контроля иллюзии. And obviously, living entity under the control of illusion suffers. И это точно, что живое существо, которое находится под воздействием иллюзии, страдает. This is like the statement that the soul never falls out of the spiritual world. Это то же самое, что говорится. Это похоже на то, что душа никогда не падает из духовного мира. That means that nobody has to fall. Это означает, что она не должна падать. Nobody pushes her. Никто не заставляет ее упасть. But if you're foolish enough, you can decide to jump. Но если вы достаточно глупы, то можете прыгнуть. И тогда будете страдать.
spiritual master comes devoted with satisfaction and he has known any questions in problems. Is it possible to say that when managers have problem, it means that they don't have Krishna? Krishna, they miss Krishna. Вопрос. Когда приходит духовный учитель, приходит удовлетворение и нет вопросов и проблем, можно ли считать возникновение проблем в умах менеджеров отсутствием Кришны? I think that's a little bit unfair. That's unfair to say, not fair, not correct to say like that. Это не совсем правильно говорить так. I remember once, I'll give you an example. I went into Srila Prabhupada's room in Bombay. Гуру Махарадж посетил комнату Шрилы Прабхупады в Бомбее. And Prabhupada was sitting like this. He had his head in his hand and he had a kind of a pained expression on his face. Шрила Прабхупада сидел вот так, оперев голову рукой, и на его лице было выражение боли. And he just kept sitting like that, maybe 2-3 minutes. И он продолжал сидеть так 2-3 минуты. And I was just sort of watching him. И Гуру Махарадж просто наблюдал за ним. Then he looked up at me and he said, "This Bombay project is such a headache, such a headache." И потом он посмотрел на Гуру Махараджа и сказал: вот этот бомбейский храм-проект, это такая головная боль. Then he smiled, he said, "But it is for Krishna." Но потом он улыбнулся и сказал: но это для Кришны. So it is all right. Все, тогда это все в порядке. So you see, I mean, Prabhupada, he took on many headaches and problems for spreading Krishna consciousness. Прабхупада перенес много беспокойств, головной боли в результате распространения сознания Кришны. Because when we're trying to preach Krishna consciousness, there's some battle with Maya. Когда мы пытаемся проповедовать сознание Кришны, возникает какое-то сражение с Майей. Just like here, you had some attack in the temple. Например, здесь было нападение на храм. So you had to face the problem. Мы должны были встретиться с проблемами. So movement is going on. Folks are chanting and dancing now. Движение продолжается, по-прежнему танцы и песни. Because you faced the problem and you remembered Krishna. Потому что вы встретили эту проблему и помнили о Кришне. I got some message this morning also in Nepal that some people also attacked the devotees. Гуру Махарадж сегодня получил утром сообщение о том, что в Непале люди тоже напали на храм. Not as serious as here, but still some devotees were beaten a little bit. Это не очень серьезно было, но так или иначе несколько преданных побили. Some dispute about land. They were trying to take some of the devotees' land. Там был спор насчет земли. Люди эти хотели отнять у преданных землю. So, I mean, we do have to face problems. Мы вынуждены сталкиваться с проблемами. But that is also a test of Krishna consciousness. Но это еще одна проверка сознания Кришны. So just because there are problems doesn't mean that you don't have Krishna. Только из-за того, что возникают проблемы, мы не можем думать, что отсутствует Кришна. Problem means a test of our faith in Krishna. Проблема означает проверка нашего сознания Кришны. If we see problem and we run away and we give up Krishna consciousness, then we can say you don't have Krishna. Если мы сталкиваемся с проблемой, мы убегаем, и тогда можно говорить, что нет сознания Кришны. But if you see the problem and you face it in a Krishna conscious way, then Krishna will help you. He'll give you all blessing and support. Но если вы встречаете проблему и находите сознание Кришны, тогда Кришна даст вам помощь и поддержку для того, чтобы преодолеть эту It проблему. will strengthen you, Krishna consciousness. Это даст вам силу сознания Кришны. Like when Kunti, she said like that, Vipada Santatat Sashvat Tatra Tatra Jagat Karo Bhavato Darshanam Yachat Apana Bhava Darshanam. She said, I wish all these difficulties would happen again, all these problems would happen again. В своих молитвах царица Кунти просит Кришну: я молю, прошу, чтобы эти проблемы, эти трудности возникли опять. That would force us to remember you again and again. Потому что это заставит нас думать о тебе вновь и вновь. To think of Krishna again and again. Думать о Кришне вновь и вновь. That's the only way to cross up in the ocean of birth. Это единственная возможность преодолеть этот океан материальных страданий. It is said that
spiritual masters come on the level of Paramatma when he has to preach. What does it mean? He represents Krishna or Paramatma? There's no difference between Krishna and Paramatma. Вопрос. Духовный учитель, говорится, не сходит на уровень Параматмы, когда проповедует. Кого он представляет, Кришну или Параматму? Ответ таков, что нет разницы между Кришной и Параматмой. So he represents both. He represents both. Он представляет обоих. Ah, so When we are facing, when we see in the waters, everyone is two faces, they say, how we must treat this if the waters has two faces? well, you see the good face. Вопрос. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, если в практике преданного служения мы сталкиваемся с двуличием преданных, как реагировать на это? Ответ таков, что нужно выбрать лучшее лицо. Try to see the good qualities in the devotees. Попытайтесь увидеть хорошие качества в преданных. What place should women take in the temple? In what position they must What does that? What do you mean exactly? That position is to serve Krishna. Вопрос, какое место должны занимать в храме женщины? И ответ такой, что они должны служить Кришне. How men must treat women? They should understand that this is also spirit soul, and they must treat them as women. Как к ним должны относиться мужчины? Как к такой же душе или видеть в них только женское тело? First, they should see them as spirit soul, servant of Krishna. Конечно же, они должны в них видеть духовные души, слуг Кришны. They should be respectful and they should observe the proper etiquette. Они должны относиться к ним с уважением и в соответствии с этикетом. Like in Bhagavad Gita, Krishna says, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastani Suni Chaita Svapakicha Pandita Samadarshina. So that the devotee, he should see with equal vision a Brahmana, cow, elephant, dog, and dog eater. Брахмана, слона, корову, собаку и собакоеда. But it doesn't mean he behaves the same with each one. Но это не означает, что он относится ко всем равным образом. So he may offer obeisances to the Brahman. Он может предлагать почтение, поклоны Брахману. It doesn't mean he offers obeisances to the dog. Это не означает, что он предлагает поклоны собаке. It doesn't mean he tries to embrace the elephant. Это не означает, что он будет обнимать слона. Well, he sees them as spirit soul, but he has to behave accordingly with each entity in a different way, according to that particular body. В каждом из них он видит духовную душу, но каждому из них он должен относиться в соответствии с их определенным телом. And so similarly, even in human society, say someone has a man's body, so his dealings with men and dealings with women, there is some difference there. Например, в человеческом обществе есть мужские и женские тела, и к мужским телам одно отношение, к женским другое. You see, you may be much more familiar, just like these, brahmacharis, they're dancing around in a kirtan and they've got their arms around each other and so forth. They're throwing each other around, but there's not that they're going to pull some Mataji in the middle of the kirtan and start dancing around. Например, брахмачари танцуют здесь в храме, они обнимают друг друга, крутят друг друга за руки. Это не означает, что брахмачари может выдернуть матаджи за руку и начать ее раскручивать здесь в храме. So there have to be some, different dealings according to the different kinds of bodies. Должны быть разные взаимоотношения в соответствии с различным положением. But still, we see a spirit soul. Но так или иначе мы видим всех как духовную душу. And we respect all the servants of Krishna.
И мы уважаем, почитаем всех как слуг Кришны. Yes, please. Мы склонны определять свое отношение к различным предметам постоянно. Скажите мне, обладая любовью к Кришне, как мы к нему относимся? This listener. Последнюю часть снова вопрос. Нет, пока не обладаю любовью к Господу, как мне относиться к Кришне? If we don't have love to Krishna now, how must relate to Him? Well, Prabhupada explains in Nectar of Devotion, if you don't have that spontaneous love, that raganuga, then you follow vidhi, you follow the process of vaidhi bhakti. You follow the rules and regulations. В нектаре преданности Шрила Прабхупада объясняет, что если у вас нет спонтанной любви к Кришне, рагануга бхакти, то тогда вы должны следовать правилам и предписаниям вайди бхакти. Just like he said, you may not feel like getting up and going to Mangalarti. Как, например, он говорит, у вас может не быть желания вставать рано утром идти на Мангаларати. But still, to use your intelligence, you know this is good for you. You should get up. Но используя свой разум, вы понимаете, что это лучше для вас, и вы встаете и идете. So if you do it regularly, then gradually you will like to do it, and you'll get the desire to actually come and chant for Krishna, and you'll think of different ways to serve Krishna. Если вы будете продолжать делать это, то постепенно у вас разовьется вкус, и вы уже будете желать это делать, и вы будете the desire to serve Krishna in different ways that will come to you. И желание служить Кришне различными способами придет к вам, естественно. So we have to develop love for Krishna. Мы должны развивать эту любовь к It Кришне. is dormant there in the heart, Оно там уже находится, внутри, в сердце. but it has to be brought out. Но нужно его вынести наружу. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabo Noi Shravanadi Sudachita Koriya Udoy. In Chaitanya Charitamrita it said that the love of Krishna is dormant in everyone's heart. В Чайтанья Чаритамрите говорит, что любовь к Кришне спит в сердце живого существа. It doesn't have to be imported from some other source. Его не нужно привносить из какого-то источника извне. Simply it has to be awakened and developed by the hearing chanting process. Эта любовь должна просто пробудиться, ее нужно пробудить в сердце через слушание и воспевание. Если possible to initiate the fastest, so Ваши Можно ли инициированным грехастам, которые живут далеко от храма, поклоняться божествам дома? Yes, it's good. Это хорошо, можно. They can turn their house into a temple. They can invite others to come for prasadam. They can have kirtan. Они могут превратить свой дом в храм, они могут приглашать людей к себе домой, угощать их просадом, проводить киртаны. That way they can have like namhat, small namhata center. И так у них может стать маленький намахата-центр. So we want to encourage householders to do like that and spread Krishna consciousness in that way. Мы хотим вдохновить грехаст, домохозяев делать это и таким образом распространять сознание Кришны. There are many householders in different parts of the world who live in cities where there are no temples. Во всем мире есть различные домохозяева, которые живут в городах, где нет храмов. So they've turned their house to a temple. И они превратили свои дома в храмы. Maybe not every day, but at least say once a week there's a program. Может быть не каждый день, но раз, по крайней мере, раз в неделю там проходит программа. I mean for outside people to come. Для прихожан. But for themselves, the householders, they worship the deity every day and they chant the holy names there. Но сами домохозяева поклоняются божествам каждый день и Chant the holy names. воспевают святые имена. So this is a good example. Это очень хороший пример. But if you live close to the temple, then better come here and engage in devotional service and worship here. Но если вы живете недалеко от храма, то лучше приходить в храм и здесь поклоняться божествам и осуществлять преданное служение. You may keep some simple altar at home.
Дома можно иметь простой алтарь. But don't make such an arrangement that, you know, you live near the temple and then you're spending all the time at home worshipping and you don't come to the temple hardly at all. Но не устраивайте таким образом, что вы живете рядом с храмом, и вы устанавливаете такой стандарт поклонения, что целый день поклоняетесь божествам и не приходите в храм. You should keep it simple. Это нужно, должен быть такой простой вариант.